Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня мы не будем с вами ничего готовить и варить, мы поговорим на другую тему. Наступила осень, а это значит, что через месяц начнется новая лотерея Green Card, которая будет называться DV 2022. Если вы когда-нибудь думали про переезд в США и хотите кардинально изменить вашу жизнь, лотерея – это отличный способ реально и легально получить возможность работать и жить в Америке. Я в Америке первый раз побывала в 2015 году, и с тех пор я каждый год играла в эту лотерею. И каждый год я видела уже такое привычное, но очень обидное сообщение, что я не была выбрана. Правильно. Обидное, но уже привычное. И каждый год я видела обидное, но уже привычное сообщение о том, что я ничего не выиграла. За несколько лет, что я играю, у меня в жизни многое изменилось, и я не строила планы в надежде на то, что я выиграю. Я просто летала отдыхать туда, куда мне нравится, и побывала в Америке уже 7 раз. И вот в этом году мне повезло, и я увидела заветную страничку, на которой было написано, что я выиграла. Сначала у меня было состояние огромной радости, я никогда в жизни ничего не выигрывала. И тут на меня свалился приз, о котором мечтают миллионы человек по всему миру. А дальше пришло понимание того, что мне нужно кардинально перестраивать свою жизнь. И, конечно, если бы это произошло 5 лет назад, когда я первый раз побывала в Америке и мне там понравилось, то мне было бы перестроить свою жизнь намного проще, чем сейчас. Сейчас у меня жизнь, которая меня устраивает, и думать о переезде мне страшно. Но если судьба дала такой шанс, это была моя мечта, и глупо не использовать этот шанс. Обработка победителей моей лотереи начнется в октябре, но также в октябре начнется прием заявок на лотерею 2022. С прошлого года изменились правила подачи заявок, и теперь недостаточно просто заполнить заявку на сайте лотереи. По новым правилам вам обязательно нужен действующий загранпаспорт. Поэтому, если у вас нет паспорта или он не действующий, скорее бегите и делайте его, иначе вы не сможете участвовать. Это нововведение действует с прошлого года. И, кстати, именно по этой причине в лотерее 2021 было намного меньше участников. Также я рекомендую заранее подготовить фотографии установленного стандарта. Потому что если вас выберут, а фотографии потом окажутся уже на последних шагах какие-то неправильные, то, что были изначально, у вас могут быть проблемы. Также я не рекомендую откладывать подачу заявки на последние дни, потому что по статистике, чем раньше вы подали заявку, тем лучше. Не знаю, как это работает, но вот такое вот мнение, оно существует. Заполняйте анкету не торопясь и аккуратно, потому что ошибку исправить нельзя. А если вы захотите подать повторную заявку, то вас могут дисквалифицировать, поэтому все нужно сделать с первого раза и правильно. Анкета очень простая, но люди в ней умудряются допустить ошибку. Некоторые из-за невнимательности, а некоторые из-за незнания американской специфики. Не путайте имя и фамилию, не путайте день и месяц, потому что у них месяц идет перед днем. А самый важный и главный вопрос, который косит возможных будущих американцев, это вопрос по количеству детей. Если у вас дети до 21 года, они считаются детьми. Если им больше 21 года, то это уже не дети. И если там у кого-то есть вторая семья, тайные дети, думайте об этом, там это скрыть не удастся, надо написать все честно, иначе потом это все выяснится, и вы останетесь без грин-карты. После заполнения анкеты вам будет присвоен индивидуальный номер подтверждения. Я рекомендую его сфоткать, распечатать, где-нибудь записать, потому что без этого номера вы не сможете дойти до конца. Да и без него вы не сможете посмотреть, что вы выиграли. Вот я свой номер сфотографировала себе на телефон. И, к сожалению, у меня у телефона закончилась память, и в один прекрасный день он просто не включился, и мне пришлось его обнулить, полностью стерлись все фотографии. Хорошо, что я этот момент учла, точнее не учла этот момент, а знала, что может что-то произойти.
и продублировала себе этот номер в ноутбук. В день проверки выигрыша я взяла телефон, решила там найти фотографию и поняла, что у меня этой фотографии нету. Ну, конечно, я начала сразу искать на ноутбуке, хорошо, она там оказалась. В прошлые года я, кстати, не делала фотографию, а именно вот делала скриншот на ноутбуке. Но это тоже не дает стопроцентной гарантии, поэтому сохраните, пожалуйста, в нескольких местах этот номер. После этого вы расслабляетесь, забывайте об этом до мая и ждете, когда будут объявлены выигрышные номера. В этом году, кстати, результаты объявляли в июне из-за коронавируса. Представляете, и так ждешь до мая и думаешь, какой там результат. И тут нам сказали, что объявление результатов переносится на месяц вперед. На моем канале я буду рассказывать о своих миграционных приключениях, успехах и шаг за шагом показывать, что мне предстоит пройти. Конечно, у меня не будет таких откровений, как у людей, которые ни разу до выигрыша не были в Америке. Но я там только отдыхала, а жить в стране – это совершенно разные вещи. В прошлом году заполнить анкету можно было в период с октября по ноябрь. Так что поставьте себе напоминание, не тяните резину, участвуйте и выигрывайте. Спасибо вам за просмотр. Всем пока!